Вы никак не можете начать новый проект или бросаете спорт даже после 2 тренировок, хотя обычно все было нормально. Или, например, вы постоянно чувствуете усталость, хотя вроде бы вы не делаете ничего сверхъестественного, ничего необычного. Скорее всего, прямо сейчас вы проходите через какие-то изменения, которые ваш мозг пока не смог переработать. В этом видео я расскажу, как мозг относится к изменениям, спойлер, как полная истеричка, и дам пошаговый план, что можно сделать, чтобы смягчить адаптацию к этим изменениям. В конце января 2026 года я ушла с хорошей должности из международной компании, чтобы посвятить себя полностью развитию частной терапевтической практики и построению well-being систем у корпоративных клиентов. Ах да, помимо этого, в это же время, прям с разницей в месяц, мы с мужем переехали в другую страну. И я думала, что я была готова к изменениям, но по факту оказалось, что моя психика не согласна со мной, и, конечно, мне понадобилось и до сих пор нужно много ресурсов, чтобы с этим справляться. И, конечно, вы можете мне сказать, что ну да, эмиграция, смена работы или вообще какого-то социального статуса — это большое изменение. Чего ты, Даша, хотела, понятно, твоя психика в шоке. Но что, если я вам скажу, что переезд в новую квартиру или даже небольшое повышение на работе — это тоже стресс для мозга и необходимость траты ресурсов как на дополнительную адаптацию. А что говорить, если вас вдруг внезапно бросила жена или муж, или вас сократили на работе, или вы узнали о диагнозе каком-то у вашего родственника? Здесь, понятное дело, все часто делится на до и после. Но не только негативные события влияют на мозг. Рождение ребенка, свадьба, влюбленность — это тоже нагрузка на мозг, хоть и приятная, и которая нам очень нравится. И в такие моменты изменений, мы не говорим здесь о более мелких, к ним все-таки, правда, мозг адаптируется очень быстро. Что мы делаем? Мы абсолютнейшим образом игнорируем реальность и продолжаем требовать от себя, чтобы мы действовали, функционировали, жили так же, как и всегда, чтобы у нас был такой же уровень энергии, и мы абсолютно игнорируем, что вообще-то что-то в жизни произошло. И я точно такая же. Единственное, что держит мою кукуху в порядке, это терапия и мои знания о том, как изменения влияют на мозг. Но это очень естественная штука, и я замечаю, это такое общее место у многих клиентов, которые справляются с изменениями. Естественно, психика умнее, и она всегда будет брать свое, поэтому уровень энергии падает, мы начинаем прокрастинировать, к чему-то, значит, испытывать сопротивление. И что мы делаем? Мы начинаем себя корить за то, что мы не такие прекрасные, как нам хотелось бы быть. И это дополнительная нагрузка на психику, которая и так находится в режиме, который требует очень большой энергии, тратить энергию еще на то, чтобы справляться с нашими всякими руминационными мыслями. В новейшей концепции нейронаук мозг — это не такая машина, которая просто реагирует на разные стимулы, как вообще-то мы думали до начала 21 века, а это огромная сложная машина по предсказаниям. То есть каждую секунду наш мозг сканирует окружающую действительность на то, что, возможно, может произойти. И обычно имеет несколько вариантов на разные ситуации, потому что мозг умный, он знает, что разные звуки могут означать разное. Например, если вы слышите какой-то звук, в вашем репертуаре мозга будут разные ситуации. Что-то упало, кошка врезалась в дверь, проехала машина, сосед чихнул и так далее. Это нормальные какие-то варианты, на которые мозг совершенно не тратит никакой энергии. Но если вдруг мозг встречает что-то, что не зарегистрировано его в модели предсказаний, то, по мнению самого авторитетного на данном этапе развития науки нейробиолога Карла Фристона, у мозга возникает так называемая ошибка предсказания. То есть такая нестыковка между тем, что мозг предполагал, и тем, что случилось на самом деле. И чем сильнее это расхождение, тем сильнее эта ошибка предсказания, и тем больше энергии мозгу нужно, чтобы адаптироваться к этой ситуации. Понятно, что если вы поняли, что этот звук значил, что у вас вырубило пробки, это все проходит быстро, и никаких ресурсов не тратится. Но если это что-то глобальное, как мы уже говорили, смена работы, катаклизмы и так далее, то, конечно, мозгу нужно к этому адаптироваться, потому что этого сценария, этой модели поведения не было в его репертуаре. Представьте, что мозг — это GPS-навигатор, и вы по нему куда-то едете, просто следуете нарисованной дороге, и вдруг дорога, на которую нужно было свернуть, она закрыта на ремонт.
И вокруг, в общем-то, не похоже, чтобы где-то еще можно было можно было повернуть. И тогда мозг начинает судорожно искать разные варианты, то есть навигатор, да, варианты объезда этой дороги, как там развернуться, через сколько километров есть другие повороты и так далее. И на это тратится энергия. Вот точно так же мозг начинает, ну не судорожно, ну, кстати, не знаю, думаю, что не судорожно, начинает искать варианты того, как адаптироваться к новой реальности. Кстати, если вам стало хоть чуть-чуть легче от понимания того, что изменения забирают энергию, и поэтому, вероятно, вы часто так истощены тогда, когда в мире происходит полный коллапс, поставьте лайк этому видео, так его увидят больше людей. Теперь давайте вернемся к ситуациям, которые я приводила в самом начале. Это капец какие изменения, на которые нужно мозгу очень много ресурсов, чтобы к ним адаптироваться. И, наверное, даже как-то наивно ожидать, что мы пройдем эти изменения без какой-либо затраты ресурсов. Это прям, кстати, общая точка клиентов, да и меня как клиента в том числе, что хочется делать вид, что ничего не произошло, и я могу делать то же самое. Поэтому, если вы ругаете себя за то, что вы лежите на диване без сил, пожалуйста, не делайте этого. Это не лень. Вообще, мне кажется, такой концепции лени не существует. Это реакция вашей психики на все те стимулы, которые происходят в вашей жизни. Поэтому важно вообще понимать, что с вами происходит. Еще хочется заострить внимание, что такой ступор мозга, ступор мозговины, происходит не только от негативных событий. Я уже это сказала, но я еще раз заостряю внимание. Все большие изменения в жизни — это изменения, и они требуют от мозга адаптации. Поэтому, кстати, во многих опросниках выгорания, когда там спрашивают, происходило ли что-то с вами из этого за последние 6 месяцев, там всегда есть вполне себе позитивные моменты и вполне позитивные события, потому что они тоже влияют на нашу психику. Конечно, особенно сейчас, когда весь мир сошел с ума, и он перестраивается, по крайней мере, у меня есть такое ощущение, я точно не буду вам говорить, просто дождитесь, когда изменений не будет. Это не так. Изменения будут всегда. Если суммировать такой общий подход к жизни, к тому, как с этим обходиться, я бы сделала следующее. Проанализируйте то, что сейчас происходит в вашей жизни и происходило за последние 6 месяцев. Были ли какие-то значимые изменения? Если да, и вы чувствуете себя не очень, да, это я тоже не говорю, что все, кто проходит через изменения, обязательно страдают. Нет, есть люди, которые быстрее адаптируются, медленнее и так далее. Но если вам кажется, что это как-то на вас влияет, нормализуйте это и дайте себе это пространство, что да, вы можете чувствовать себя уставше, апатично, безразлично или просто без энергии, потому что вы сейчас обрабатываете эти изменения. И еще раз, это скорее было бы ненормально, чтобы вы так не реагировали. Третье, мое любимое, старайтесь сохранять рутины, потому что это противоположность изменениям. Да? Рутины — это предсказуемость. Они не должны быть какими-то огромными. Здесь я не говорю о том, что вам надо каждый день ходить на йогу в парке и там, каждый день готовить какую-то еду. Нет, я говорю о том, что попробуйте создать, если у вас их нет, какие-то ритуалы или рутины, которые будут для вашего мозга ожидаемые и предсказуемые. Например, каждый вечер 10 минут с 8 до 8:10 вы садитесь, пьете чай 10 минут в тишине, если это возможно. Или вы ходите, допустим, в зал, если вы до этого ходили, это было для вас точкой опоры, начните ходить раз-два раза в неделю в определенное время, в определенный день. Еще раз, это создаст мозгу зону комфорта. Почему я называю это зоной комфорта? Потому что для мозга зона комфорта — это не про лакшери жизнь, значит, с хорошей квартирой и большими деньгами, а зона комфорта для мозга — это зона предсказуемости. Поэтому всячески, даже маленькими штуками, мы должны ее себе создавать. Почему для мозга это важно? Возвращаясь к теории Карла Фристона, потому что это нулевая ошибка предсказания. Мозг знает, что ровно в это время мы будем делать вот это, пить чай, ходить на тренировку, встречаться с подружкой и так далее. Как можно больше таких маленьких якорей, как хотите их называйте, дадут мозгу стабильность и такой момент на выдох. Следующее, кажется, 4. Если вы по итогам вашего аудита, и я сейчас вернусь к этому списку, поняли, что все-таки вы недавно переживали какие-то большие изменения или что-то большое в вашей жизни произошло, поставьте на паузу новые, пока вы не восстановитесь. Не надо начинать никакой жесткой диеты или не надо переходить прям сразу на какое-то новое питание. Если до этого вы питались только бургерами, а теперь вы хотите есть смузи из салата кейла, не нужно, потому что это снова изменение для мозга. Ваша задача — восстановиться, позволить мозгу создать все нейронные связи и только потом постепенно внедрять эти изменения. Не забывайте про сон.
Знаю, что все не любят меня за эту рекомендацию, но во время сна мозг обрабатывает и сортирует информацию, соответственно, это способствует созданию новых нейронных связей, и процесс адаптации происходит быстрее. Я знаю, что в состоянии перегруза бывает сложно сесть и вообще вспомнить, что там у вас происходило за последние 6 месяцев. Поэтому напоминаю, в описании по ссылке можно скачать файл, где вы можете просто галочками отметить, что у вас происходило за последние 6 месяцев, чтобы понять, чтобы провести такой аудит и понять вообще, насколько у вас большая нагрузка. Ну а если по итогам этого аудита вы понимаете, что ваша энергия ушла в жесткий минус, или вы вообще не понимаете, как к этому всему адаптироваться, обращайтесь за помощью ко мне или к другим психологам, не оставайтесь в этом одни. Помните, что чаще всего ваша усталость — это совершенно нормально, дайте мозгу время.